Здравствуйте, друзья! Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня я подготовил для вас подробный разбор дела Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Это мое видео будет структурированным анализом. Мы пройдемся по контексту дела, разберем доказательства вины от стороны обвинения, контраргументы защиты, проведем сравнительный анализ, продемонстрируем таблицу на экране, чтобы вы видели результаты этого сравнительного анализа. Также я сделаю вывод о виновности или невиновности Зинченко на основе украинского законодательства. Сделаю прогноз решения обвинительного или оправдательного приговора и в заключении напомню о важности поддержки моего канала и меня, независимого эксперта. Как вы знаете, страсти в деле накалены, и я, как независимый юрист, уже получаю недвусмысленные угрозы в свой адрес и в адрес моей семьи от участниц группы поддержки Зинченко. В частности, вчера пользователь Дианка в комментарии заявила: «Валерий, будь ты проклят, Иуда сатанинская, до 7-го колена, брехло, чтоб у тебя язык отсох, пальцы повысыхали, скотина болгарская, за неправду, которую ты несешь на невинного Вячеслава, идиота, кусок». Другая сторонница Зинченко, Анастасия, заявила: «Это ж какой надо быть тварью, чтобы столько месяцев защищать Славика и насмехаться со всех фальсификаций в этом деле, а потом обидеться на группу поддержки и обвинить невиновного парня в убийстве. Табаков, ты мерзкий, хитрый, подлый, хамовитый, злой гондон. Фу, и не отвечай мне, я срать на тебя хотела, сволочь болгарская». Друзья, это говорит лишь об одном. Истеричные и хамовитые женщины из группы поддержки Зинченко просто потеряли совесть и рассудок и готовы проклясть и убить любого, кто станет им поперек горла. Что касается меня, то я расцениваю это как попытку воспрепятствовать моей деятельности как независимого эксперта. Поэтому я бы посоветовал этим женщинам обратиться к психиатру или принять валерьянки, чтобы не случилось с ними непоправимое. Во всяком случае, на мой взгляд, они ведут себя как те, кто в свое время был готов убить Фарион. Так что мотив на убийство у них уже созрел. Но перейдем к делу. Если вы следите за ним, то знаете, насколько оно политизировано и полно противоречий. Давайте разберемся по порядку. Но напомню, что важно, чтобы вы подписывались на канал, ставили лайки, писали комментарии, включали уведомления, чтобы не пропустить обновления моих публикаций, в том числе и по этому делу. Контекст дела. Дело началось 19 июля 2024 года во Львове, когда известная языковед и экс-депутат Ирина Фарион, обзывавшая русскоязычных граждан Украины, была убита выстрелом в голову на улице Масарика, 3. Подозреваемым стал 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра, задержанный через неделю 25 июля 2024 года. Обвинение – умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости, часть 2, статья 115 УК Украины, плюс незаконное обращение с оружием, ему грозит пожизненное. Дело ведется в Шевченковском районном суде Львова. Слушания по существу продолжаются уже 1,5 года. Арест Зинченко продлен в очередной раз 8 января 2026 года до 9 марта без права залога. Обвинение утверждает, что Зинченко спланировал убийство из-за
русофобии Фарион, ссылаясь на биологические следы, видео и контент его телефона. Защита же видит фальсификации и отсутствие прямых улик. Это дело разделило украинское общество. Одни видят в Зинченко героя, другие – убийцу. Я как юрист опираюсь на факты и закон. Итак, доказательства вины Зинченко, предъявленные стороной обвинения на основе открытых источников, судебных отчетов, СМИ, заявлений прокуратуры по состоянию на январь 2026 года. Обвинение предъявлено в убийстве по мотивам национальной нетерпимости, часть 2, статья 115 УК Украины, и незаконном обращении с оружием опирается на совокупность доказательств. Зинченко отрицает вину, защита оспаривает многие улики как сфальсифицированные и ненадежные, но прокуратура считает эти улики достаточными для оглашения обвинительного приговора и пожизненного срока. Дело в Шевченковском райсуде Львова. Слушание по существу продолжается. Сегодня очередное заседание. И вот сводка к вашему вниманию ключевых доказательств вины с подробностями, которые сгруппированы по типам. Я опираюсь на публичные данные, новые экспертизы, которые также могут появиться. Итак, биологические экспертизы: запаховая, ДНК и портретная. Адерологическая запаховая экспертиза, следы славки во дворе дома Фарион и стульев тоже из того же двора дома на улице Масарика 3, где жила Фарион, совпадают с запахом Зинченко на 99,9%. 3 служебные собаки подтвердили индивидуальный запах Зинченко как ДНК или отпечатки. Объявлено в суде в сентябре 2024 года, а в декабре 2025 состоялся допрос эксперта, адеролога Виталия Мандрика. Прокурор заявляет, запаховые следы неповторимы, но защита оспаривает, говоря, что метод ненадежен и возможна контаминация, то есть перенос. Вторая экспертиза – это молекулярная генетическая или ДНК-экспертиза на стуле номер 1 из двора дома, где жила Фарион, по улице Масарика 3. На стуле номер 1, где сидел Зинченко, найдены ядра клеток и биологический материал, соответствующий Зинченко. Выводы экспертизы от 21 августа 2024 года. Зинченко ссылается на то, что ряженый, который сидел на стуле и фото которого представлено для портретной экспертизы, это якобы не он, но ДНК-экспертиза, это королева всех экспертиз, показывает ясно: на стуле номер 1 сидел Зинченко. Смывы со стула и лавки исследованы. Защита говорит, что стул мыли 3 раза на месте. Следы нашли только с 3-й попытки, плюс нет запаха Зинченко на этом стуле номер 1, то есть противоречие с запаховой экспертизы. Но факт есть факт. ДНК-экспертиза показывает Зинченко на стуле. Портретная экспертиза. Фото свидетельницы. Парень в очках и панаме, Патагония на лавке перед убийством. Эта фотография совпадает с Зинченко, которого сфотографировали в зале суда для экспертизы. В суде подтверждена 2 апреля 2025 года. Защита указывает на возможное несоответствие по видео, на котором присутствуют якобы 2 Зинченко. Далее, видео с камер наблюдения.
Камеры зафиксировали Зинченко в районе убийства по улице Масарика, 3. Также Зинченко гуглил график отключения света во Львове, думая, что камеры не сработают без электричества. Видео показывает, как он заходил в укрытие в лесу в обычной одежде, а выходил в маскарадной одежде, в панамке и очках, в яркой, чтобы отвлечь внимание свидетелей. По совокупности видео и факты это дает основание подозревать и обвинять его как убийцу. Также имеется контент в телефоне Зинченко Redmi, изъятый 25 июля 2024 года. В телефоне найдены книги «Психология допроса», установки бойцам российского сопротивления, также фраза «Я санитар этого общества», самооценка Зинченко как очистителя, изображение с нацистской символикой и логотипом ФСБ, также досье на Ирину Фарион и ее мем с зачеркнутыми заклеенными глазами. Это указывает на мотив и подготовку. Также имеются признание Зинченко и свидетельские показания. Запись разговора Зинченко с сокамерником в августе 2025 года зачитали в суде. Протокол от 22 августа 2025, где Зинченко признается, что убил Фарион из личной неприязни из-за ее высказываний о русскоязычных украинцах. Сокамерник спрашивал о мотивах Зинченко. Зинченко ответил, что плохо относился к Фарион из-за того, что она оскорбляла русскоязычных. Защита утверждает, что Зинченко говорил под давлением и требует признать это доказательство недопустимым. Также двое свидетелей, Дума и Бабюк, указали на Зинченко как на возможного убийцы. Совокупно все свидетели подтверждают присутствие похожего на Зинченко человека во дворе дома на Масарика, 3. Имеются также баллистические и другие вещественные доказательства. Одним из них это является гильза с места преступления 9х18 от Макарова пистолета, найденная по улице Масарика, 3. Баллистическая экспертиза показала, что гильза отстреляна из пистолета Макарова или переделанного оружия. Само оружие не найдено, но отслежено, где Зинченко покупал такое оружие, и доказательная база в данном случае достаточно и без оружия. Также Зинченко предъявили обвинение по незаконному владению оружия, которое инкриминировано отдельно на основе покупки и гильзы. Мотив и общий контекст. Национальная нетерпимость к Фарион, которая якобы дискриминировала русскоязычных по версии следствия. Зинченко выявил ее убеждения, считал общественным долгом, и дело было переквалифицировано в декабре 2024 года по мотиву национальной нетерпимости и со сроком пожизненного заключения. Также обвинение говорит о подготовке Зинченко к убийству, аренда квартир во Львове, укрытие в лесу, чтение литературы о том, как вести себя на допросах, что в совокупности указывает на планирование Зинченко убийства. Вывод обвинения. Доказательств достаточно. Прокурор, глава нацполиции заявили, что полностью отследили обвиняемого и нашли его буквально за неделю. Однако защита указывает на фальсификации, отсутствие прямых улик, оружия и мотива. И группа поддержки Зинченко, это женщины в футболках с его портретом, считают дело сфабрикованным.
Сегодня состоялось следующее заседание, и дело продолжает слушаться в суде. Теперь о контраргументах защиты в деле об убийстве Зинченком Ирины Фарион. На основе открытых источников, судебные отчеты, заявления адвокатов, СМИ и видеоанализы по состоянию на 14 января 2026 года. Защита Зинченко – это адвокаты Игорь Сулейма и Владимир Вороняк, а также уволенный Зинченко адвокат Немировский, настаивают на полной невиновности обвиняемого, называя дело политически мотивированным и сфабрикованным. Они оспаривают все ключевые доказательства обвинения, подчеркивая процессуальные нарушения, отсутствие прямых улик и противоречия в экспертизах. Зинченко отрицает вину, выглядит спокойным в суде и просит футболки со своим фотом для поддержки, а также сокамерников. Группа поддержки, это в основном женщины, активно распространяет эти аргументы в соцсетях и на заседаниях, а также занимаются перепродажей этих футболок с целью получения прибыли. Вот сводка основных контраргументов защиты. Адерологическая запаховая экспертиза. Защита считает метод ненадежным и устаревшим. Он не признан во многих странах, ошибка собак может достигать до 30-40%. Запах на лавке равномерно распределен по всей длине лавки, что подозрительно, как будто бы нанесен искусственно. 3 собаки якобы подтвердили 99% совпадения запаха с лавки с запахом Зинченко, но, возможно, контаминация проб. Смывы с ладоней Зинченко могли загрязнить объекты. Эксперт Виталий Мандрик допрошен в декабре 2025, но защита требует повторной запаховой экспертизы. Имеется противоречие. Запаха Зинченко нет на стуле номер 1, где нашли ДНК, но запах нашли на лавке, где не нашли ДНК. Это противоречие, рушащее версию обвинения, как считает защита. ДНК-экспертиза. Нет прямых совпадений по ключевым следам. Гильза, одежда Фарион, оружие. Биоматериал на стуле номер 1 нашли только с 3-й попытки, как указывает защита, после мытья стула 3 раза на месте осмотра. 21 августа 2024 года экспертиза показала наличие ДНК Зинченко на стуле. Это указывает на возможную контаминацию или фальсификацию. Выводы, как говорил адвокат Немировский, кастрированные, неполные, без оригиналов для независимой проверки. В ноябре 2025 года, в мае 2025 года Немировский подал ходатайство о повторной ДНК-экспертизе. Противоречие запаховой. Если ДНК есть, почему нет запаха на том же объекте? Портретная экспертиза по заявлению защиты ненадежна из-за маскировки лица и процессуальных нарушений. На видео якобы 2 Зинченко, то есть 2 разных лица в похожей одежде, которых одновременно обвинение считает Зинченко. Свидетели не всегда узнают Зинченко и Ряженого как одно и то же лицо. Защита требует допроса дополнительных экспертов. И судебно-медицинская и баллистическая экспертиза оспаривается защитой как косвенное. Оружия нет, пистолет не найден, гильза не привязана напрямую к Зинченко, температура на видео осмотра места происшествия не совпадает с погодой.
проведения этого следственного действия 19-20 июля 2024 года, что может, по мнению защиты, свидетельствовать о фальсификации протоколов. Видео с камер наблюдения, по мнению защиты, содержат несоответствия в хронологии и изображениях. Якобы Зинченко – это не тот человек, который ходил по двору Масарика-3 в панаме и очках. Зинченко гуглил отключение света, но это не доказывает умысел. Это гугление может быть случайным. Укрытие в лесу и смена одежды не указывает, по мнению защиты, на прямую связь с убийством. Защита также указывает на процедурное нарушение в приобщении видео к делу. Контент телефона, книги «Психология допроса» и фразы вроде «я санитар общества», по мнению защиты, не являются доказательством мотива, а обычными материалами. Но хотя экспертная лингвистическая экспертиза, эксперт говорит, что мотив засвидетельствован в контенте телефона Зинченко. Изображения также там с нацистской символикой и ФСБ, по мнению защиты, подброшены или взяты из контекста. Нет переписки с ультраправыми группами. Родители также Зинченко подтверждают, ничего такого не нашли и не знали, что Зинченко интересуется этими ультраправыми группами. Запись разговора с сокамерником Зинченко сам отрицает, сказал, что заявил о своей вине в убийстве Фарион под давлением, унижали его честь, побуждали к признанию. Давление уменьшалось после нужных слов, которые заставляли произносить Зинченко. Поэтому он считает это доказательство недопустимым. Защита требует установить личности сокамерников и проверить аудио на монтаж. Свидетельские показания Дума и Бабюк, свидетели обвинения, по мнению защиты, недостоверны. Имеется обстоятельства неузнавания Зинченко, а также противоречия в показаниях Думы и Бабюк и видеофиксации с момента преступления. Новая свидетельница, допрошенная в декабре 2025 года, якобы получала угрозы от неизвестных, что указывает, по мнению защиты, на давление на свидетелей. Защита требует допроса депутата Любомира Мельничука из «Свободы» о деятельности партии «Фарион» и разглашении негласных следственных действий до суда. По мнению защиты, ключевых вещдоков нет. Нет пистолета, нет одежды убийцы, нет ДНК, запаха на гильзе или оружия. И адвокат Сулейма заявляет: нет ни пистолета, ни вещей, все доказательства косвенные и слабые. Также говорит о отсутствии мотива, о том, что Зинченко патриот, отец его служит в ЗСУ. Нет у Зинченко также личной неприязни к Фарион, о которой он заявлял сокамернику. Переквалификация на национальную нетерпимость в декабре 2024, по мнению защиты, искусственная. Нет письма или переписки, где он скрывал от родителей ради их же безопасности, которая была предъявлена в качестве доказательства стороной обвинения. Оригинала этого письма нет. Процессуальные нарушения и общие аргументы защиты, фальсификация и давление, протоколы осмотра подделаны, температура не совпадает, нарушение в НСРД, Зинченко подвергался давлению в СИЗО, дело политизировано, чтобы расколоть единство или отвлечь от других проблем. По мере пресечения ходатайства прокурора о продлении ареста 8 января 2026, по мнению защиты, необоснованно
Риски, такие как уклонение, новое преступление, не подтверждены обвинением. Нет жилья во Львове, по мнению защиты, это не аргумент. Защита просит домашний арест с браслетом. Обвинение укрепляет позицию новыми экспертизами, но защита требует дополнительных допросов и свидетелей для полного разбора. Вывод защиты: нет достаточных доказательств для пожизненного. Дело должно развалиться, группа поддержки собирает донаты и ведет трансляции. Поэтому, по мнению защиты, дело должно быть развалено. И теперь, друзья, мы посмотрим на табличку аргументов обвинения и аргументов защиты. Вот эта табличка. Значит, что мы видим? Категория доказательств, доказательства обвинения, подробности обвинения, контраргумент защиты, подробности защиты. По биологическим экспертизам запаховой и ДНК. Адерологическая экспертиза 99% совпадения запаха на лавке и стульях. 3 собаки подтвердили. Это доказательство обвинения. Подробности объявлено в суде в сентябре 2024. В декабре 2025 допрошен эксперт. Запах уникален, как утверждает прокурор, и ДНК показывает на присутствие Зинченко на месте преступления. Контраргумент защиты: метод ненадежен, ошибка собак 30-40%. Нет запаха на стуле номер 1, где есть ДНК, что является противоречием. Ну и подробности. Защита требует повторной экспертизы, хотя эксперт Мандрик допрошен, но метод субъективен и, возможно, контаминация. Что касается ДНК экспертизы на стуле номер 1, которая соответствует Зинченко. Выводы от 21 августа экспертизы приобщены в мае 2025, что доказывает контакт с объектами во дворе на улице Масарика 3. Это предъявлено стороной обвинения. Сторона защиты утверждает, что следы ДНК Зинченко нашли с 3-й попытки после мытья стула, что указывает на контаминацию или фальсификацию, на кастрированные выводы экспертизы, и она противоречит запаховой. Адвокат Немировский подал ходатайство о повторной экспертизе. Нет ДНК на гильзе, на одежде, на оружии, и эти прямых доказательств таким образом нету. Цифровые и визуальные доказательства, портретная экспертиза, контент телефона, о чем я уже говорил. Телефон изъят 25 июля и указывает его контент на мотив и подготовку, а портретная экспертиза подтверждена подтвердила совпадение Зинченко и Ряженого 2 апреля 2025 года, плюс видео с камер в районе убийства. Защита указывает на несоответствие, маскировка лица, видимость лица только 35%. 2 Зинченко на видео. Свидетели не всегда узнают Зинченко и Ряженого как одно лицо. Поэтому защита оспаривает приобщение видео и требует допроса экспертов. Что касается контента, то переписка с ультраправыми, защита утверждает, что эта переписка подброшена Зинченко, правоохранителями, по идее. Родители ничего такого не видели. Признание и свидетели. Запись разговора с сокамерником предъявлена обвинением. Свидетельские показания Дума и Бабюк. Запись разговора зачитана 22 августа. Мотив высказывания Фарион о русскоязычных.
Допросы были проведены в декабре 2025 и совокупно подтверждают допросы свидетелей, которые совокупно подтверждают присутствие Зинченко на месте преступления. Защита утверждает, что сказал о том, что он убил Фарион под давлением сокамернику, а свидетели ненадежны, которые не узнают противоречия, причем свидетелям угрожали. Также защита требует установить личности сокамерников и требует допроса Мельничука. Баллистические вещдоки, гильза, предъявленная обвинением, отстреляна из пистолета. Отслежено, что Зинченко покупал оружие и мог его переделать. Защита говорит о том, что оружие не приобщено к материалам дела, гильза не привязана напрямую к Зинченко и к этому оружию, а протоколы подделаны осмотра места преступления. Также нет одежды убийцы, и все доказательства и вещдоки косвенны. Мотив и контекст, национальная нетерпимость, по мнению обвинения, переквалифицирован мотив и статья в декабре 2024 года, плюс аренда квартиры, укрытие, планирование. Защита говорит, что личной неприязни нет. Зинченко украиноязычный, патриот, бандеровец, носил футболку с изображением Бандеры. Переквалификация искусственная. Переписки с ультраправыми нет. И процессуальные аспекты. Совокупность улик достаточно, по мнению прокурора. Риски уклонения от предъявленного обвинения, и поэтому арест продлевается до 9 марта. Защита утверждает, что были нарушения НСРД, давление в СИЗО, фальсификации, и арест не обоснован, требует изменения меры пресечения на домашний арест. Процесс затягивается обвинением. Итак, какой вывод можно сделать по всему этому? Согласно законодательству Украины, ключевыми принципами является презумпция невиновности, статья 62 Конституции Украины, требования к доказательствам в уголовном процессе. Гласит статья эта, что особо вважається невиноватою в чиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особі тлумачаться на її користь. Это означает, что вина должна быть доказана за пределами разумного сомнения. Все сомнения толкуются в пользу обвиняемого, а доказательства не могут быть основаны на предположениях или незаконных методах. По статье 115 УК Украины «Умышленное убийство», часть 2, квалифицирована, включая мотивы национальной нетерпимости, предусмотрено пожизненное лишение свободы. Но оно же требует строгого доказывания умысла, мотива и причинно-следственной связи. На основе анализа делаем вывод. Доказательства обвинения в совокупности выглядят убедительными. Биологические следы, видео, контент телефона, признание, что могло указывать и может указывать на вину, особенно если суд признает экспертизы надежными. Однако контраргументы защиты поднимают серьезные сомнения. Противоречия между ДНК и запаховыми экспертизами, возможная контаминация, фальсификация, отсутствие прямых улик, процессуальные нарушения, ненадежность методов. Эти сомнения соответствуют принципу in dubio pro reo. Все сомнения в пользу обвиняемого, закрепленному в статье 62
Конституции. Поскольку дело продолжается в Шевченковском суде Львова без приговора по презумпции невиновности, Зинченко считается пока невиновным. Мой субъективный вывод. На текущем этапе доказательства недостаточно крепки для бесспорного осуждения. Слишком много оспариваемых элементов и косвенных улик, что может привести к оправданию или переквалификации, если суд признает нарушения в доказательствах, например, незаконные методы, обвинение рухнет. Рекомендую дождаться приговора, так как только суд может установить наличие или отсутствие вины. Но мы, друзья, не суд и способны сделать прогноз, основанный на фактах, обстоятельствах и доказательствах. Мой прогноз для сторонников Зинченко неутешителен. Зинченко сядет пожизненно. Но если основываться на законе, то стоит сказать, на основе анализа и украинского законодательства, статья 62 Конституции, доказательства обвинения выглядят убедительно в совокупности, но полны противоречий и слабостей. Нет прямых улик, оружия, ДНК на гильзе, экспертизы оспариваемы, ненадежные методы, контаминация, мотив искусственный. Сомнения, противоречия между экспертизами, нарушения должны толковаться в пользу Зинченко по статье 115 УК. Вина не доказана бесспорно. Но, друзья, это не важно. Поэтому вывод следующий. Зинченко по закону на текущем этапе будет признан виновным. Дело не должно развалиться, даже если суд учтет презумпцию. Ждем приговора, а факты говорят о политической подоплеке. Зинченко стал бандеровцем и патриотом, а что делают с такими, как он, мы видим. И в этой связи повторю, мой прогноз для сторонников Зинченко неутешителен. Зинченко сядет пожизненно. Друзья, это дело пример, как может действовать система украинского правосудия. Поддержите меня как независимого эксперта, говорящего нелицеприятную правду. Донатьте на карты. Приватбанк 4149-6090-1335-8926. Монобанк 4411-1110-3339-6361 или Фибанк Болгария 4378-5133-8789-3819. Каждая гривна, каждая евро помогает в борьбе. Реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. Спасибо за просмотр, делитесь видео, комментируйте и до новых встреч. Справедливость восторжествует. Слава Болгарии!